Привет, ранее мы уже рассказывали о бывшем полицейском из Георгиевска Самвеле Карапетяне, которого привлекают к уголовной ответственности по ложному доносу отбитого, а может быть и пробитого уголовника и наркомана Олега Рябышева, которого Карапетян якобы заставлял признаваться в совершении преступлений, которые наркоша не совершал. И вот 20 апреля этого года в 19:53 под одним из наших видеороликов появился комментарий от имени Олега Рябышева с таким содержанием. Нас заинтересовало, что же Олег Рябышев имеет в виду и каких, выражаясь языком комментатора, делов натворил Карапетян в изоляторе. Для того, чтобы узнать подробности, мы обратились за комментариями к супруге Самвела Карапетяна и к его адвокатам. Что же так возмутило нашего героя-наркомана-провокатора? А события эти действительно произошли 20 апреля в ИВС, где находился Самвел Карапетян. Казалось бы, прошли уже те далекие времена, когда в застенках НКВД пытают наших граждан, используя недозволительные методы для получения признательных показаний. Истязания, пытки и унижения должны были остаться далеко в анналах истории, как минимум с момента развенчания культа личности Сталина. Но не тут-то было. Видимо, многочисленные реформы правоохранительных органов, гуманизация законодательства, о которых нам трубят из телевизоров, обошли стороной некогда такую авторитетную организацию, как Следственный комитет России. В южных регионах России своя правоприменительная практика, свой уголовно-процессуальный кодекс, вероятно, доставшийся в наследство от инквизиторов в Средневековье. Так, следователь Дмитрий Ушкалов, тот самый, что на слово поверил наркоману и возбудил против полицейского уголовное дело, тот следователь, действия которого судьи Георгиевского городского суда неоднократно признавали незаконными, именно этот следователь стал героем того дня. Пристегивайтесь, сейчас будет жарко. 20 апреля в следственном изоляторе во время одного из следственных действий следователь Дмитрий Ушкалов в присутствии фельдшера скорой помощи, приехавшей для оказания медицинской помощи Самвелу Карапетяну, на глазах у сотрудников СИЗО нанес подследственному несколько ударов. В подтверждение этого факта супруга Самвела предоставила нам медицинскую справку, согласно которой у ее супруга 20 апреля в 23 часа 38 минут были зафиксированы телесные повреждения. Вот и сама справка. Что же стало причиной такого агрессивного поведения следователя, напавшего на обвиняемого, можно только гадать. Среди возможных причин, по мнению одного из защитников Самвела, может быть то, что 20 апреля истекал установленный судом срок содержания Карапетяна под стражей, а следствие не имело документов, по которым этот срок можно было бы продлить. Есть от чего нервничать. А то, что суды неоднократно устанавливали факт нарушения этим следователем закона при рассмотрении уголовного дела, может довести следователя до нервного срыва, и он начнет накидываться с кулаками на подследственных. Это, конечно, лишь наше предположение. Дальнейшие события вообще чем-то напоминают происходящее некогда с героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмоном Дантесом. Истекает последний день срока содержания под стражей бывшего полицейского Карапетяна, когда год уже как ведется следствие по этому сверхсложному уголовному делу, с одним обвиняемым и одним свидетелем. И именно в последний день, в последний час, под покровом ночи, втайне от всех, в том числе от адвокатов, избитого следователем Самвела Карапетяна привозят в здание Пятигорского городского суда, куда ночью приехал судья из Ставропольского краевого суда, дабы прикрыть тыл Следственному комитету. Какая самоотверженность от судьи. Браво. Такое южное правосудие, где судья по вызову проигнорировал просьбы Карапетяна вызвать его защитников. Ночью продлевает срок содержания под стражей Самвелу Карапетяну. После такого ночного судебного таинства Самвела Карапетяна отвезли в больницу города Георгиевск, где фельдшер и выявил у него телесные повреждения, нанесенные следователем. Ввел обезболивающий препарат и, что вы думаете, вернул Карапетяна обратно в СИЗО. Здорово, да? На следующий день, после отработки ударов на Карапетяне, следователь Дмитрий Ушкалов, узнав о нанесенных им повреждениях, заволновался и вспомнил, что свидетелем избиения был фельдшер скорой, оказывающий в это время медицинскую помощь Карапетяну, которому стало плохо от приступа гипертонии. Недолго думая, следак Ушкалов позвонил главному врачу отделения скорой помощи, узнал телефоны фельдшеров, дежуривших 20 апреля в день избиения. Конечно, главный врач выполнил требования следователя и сообщил ему телефоны медработников. Как пояснила фельдшер, оказывающая медпомощь Самвелу, следователь Ушкалов очень
попросил ее о встрече в любое удобное для нее время и в любом месте. Полагаем, несложно догадаться о цели такой встречи. Правильно, закрыть рот фельдшеру. Спустя несколько дней на этом торте появилась вишенка. Такой вишенкой стало уведомление от следователя Дмитрия Ушкалова в адрес адвокатов о том, что ежедневно к 10 часам утра с 3 по 16 мая, за исключением 8 и 9 мая, им надлежит являться в СИЗО-1 Республики Северная Осетия-Алания в городе Владикавказ для проведения следственных действий с Самвелом Карапетяном. При этом никаких предусмотренных законов, мотивированных постановлений начальника Следственного комитета России по Ставропольскому краю об изменении места проведения предварительного расследования не выносилось, в связи с чем остается загадкой цели и основания этапирования Карапетяна в другой регион. И почему именно Владикавказ, а не Хабаровск? Ответа на вопрос, что за следственные действия будут проходить 12 дней подряд, невзирая на выходные дни, никто получить не смог. А защитники Самвела Карапетяна пояснили, что следователь Ушкалов регулярно высылает им такие уведомления о необходимости являться ежедневно по 15 дней подряд в СИЗО для проведения следственных действий, а сам просто не приходит. Не имитация ли это бурной следственной деятельности с целью недопущения дальнейших представлений судей в адрес руководителей о волоките со стороны следователя Ушкалова? По мнению защитников Самвела Карапетяна, это именно так и выглядит. В общем, не зря нас привлек загадочный комментарий Олега Рябышева. Спасибо ему за это. Мы будем и дальше следить за ходом данного дела. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки. Скоро увидимся.